my eyes. И я не мог даже поверить в то, что я вижу перед собой. It's only been 2.5 months, but it really seems like eternity. И, конечно же, прошло только 2,5 месяца, но по моим ощущениям прошла целая вечность. When you've almost lost something, Когда ты практически что-то потерял, something very valuable, то, что ты очень ценил, and then you get it back again, а затем ты снова обретаешь это, you realize how important it is. ты осознаешь, насколько это именно важно тебе. And of course, what is Vrindavan without the devotees? И, конечно же, что такое Вриндаван? Разве может быть он без преданных? And especially those devotees whom you serve with in a very intimate way. Особенно тех преданных, с которыми ты вместе служишь. So we almost lost you. И мы практически потеряли. Of course, because we serve on the transcendental platform, there's never any question of separation. И, конечно же, мы все с вами выполняем служение на трансцендентной платформе, поэтому не идет речь о разлуке. But still, even some period of time where we're separate it could be very difficult. So we're very grateful to our Lord Nrsingadev in particular for watching over and protecting us so that we can be together again and continue serving Shri Radha Krishna here in Vrindavan Dham and Chaitanya Mahaprabhu all over the world. Но даже небольшая разлука, она очень тяжела, поэтому мы хотим все с вами поблагодарить Господа Нарисимхадева за то, что Он защищает нас, и то, что у нас есть такая возможность всем вместе служить здесь, в Шри Вриндаван Dham, Шри Рада Шьям, а также Шри Чайтанья Махапрабху по всему миру. A little danger in living here all the time is that you may become a little familiar with the holy Dham. We have to be cautious about that. И, конечно же, нам нужно быть осторожными, потому что если мы долго живем в Вриндаване, мы можем развить умонастроение фамильярности. But this is a very special place. Но это уникальное место. And every moment that you live here or you visit here, it is just like gold. И каждый день, который вы здесь проводите, каждое мгновение, которое вы здесь живете, подобно золоту. Шрила Прабхупада writes in the Nectar of Devotion, which of course is a summary of Sri Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu, that even a person who is not spiritually inclined, if they come to the Mathura Mandala, to this region, and he spends a fortnight here, he'll understand, even though he has no spiritual inclination, he'll understand something special about this place. The spiritual energy, the potency is overwhelming. И Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности» написал, конечно же, «Нектар преданности» — это сборник, основанный на сочинении Рупы Госвами Бхакти Расамрита Синху. И он писал там о том, что любая личность, приехав во Вриндаване, если он даже не занимается духовной практикой, но просто он переночует хотя бы ночь во Врадже, на утро он почувствует, что это уникальное место, полное какой-то духовной непонятной энергии для него. How is that? А как это происходит? Because this is Yoga Pith. Потому что это место — это йога-питх. In our Vaishnava culture, Yoga Pith means the exact place where the Lord makes his appearance in the material creation. И йога-питх для нас, для вайшнавов, означает именно то место, в которое приходит Господь в этом мироздании. And just consider how big is this creation. Просто подумайте, насколько большое это творение, это мироздание. One time Prabhupada was walking on the beach, the Juhu beach in what formerly was called Bombay, and he picked up a handful of
sand, and the sand was going through his fingers. И однажды Шрила Прабхупада прогуливался по пляжу в Джуху, в Бомбее, и он зачерпнул горсть песка и смотрел на то, как песок просыпается через его ладонь. And he said there are more universes in the material creation than there are grains of sand on the earth. И тогда он сказал, что в этом мироздании гораздо больше планетных систем, больше, чем количество песчинок на моей ладони. I don't know if you're beachgoers, you like to go to the beach and swim, and there's so many beaches all over the world. The sand goes very deep. There's more universes in the material creation than there are grains of sand on the earth planet. И я не знаю, любите вы пляжи, но наверняка вы были на таких пляжах, где песок очень глубокий. И только подумайте о том, что существует гораздо больше планет в этом мироздании, чем песчинок на этих пляжах. There's a lot of space. Вокруг нас огромное пространство. Even if you can think how far the space goes, it goes further. И даже если вы подумаете, что мир такой, вот он такой огромный, но он еще более огромный, чем это. But Krishna doesn't appear everywhere. Но Кришна, он не является во всех местах. He favors this universe. Он благосклонно относится к нашей планете. And in this universe, he favors the Earth planet. И именно в этом мироздании он выбирает планету Земля. And in the Earth planet, he favors Bharat or India. И на планете Земля он выбирает Бхарат или Индию. And in India, he favors Sri Vrindavan. А в Индии он выбирает именно это место Шри Вриндаван Дхам. In fact, when he comes from the spiritual world, he brings the kingdom of God with him and manifests it forever here. Когда он приходит из духовного мира, он приносит с собой весь духовный мир и проявляет его здесь навсегда. And generally, just as the spiritual world can only be inhabited by pure, unalloyed devotees, in the same way, because it's non-different, Gokul is non-different than Goloka. From a practical point of view, this place should only be inhabited by similar pure devotees. И подобно тому, что духовный мир населяют только чистые преданные, которые занимаются бескорыстным, беспримесным чистым служением, подобно этому здесь, в Гокуле, потому что Гокула, она не отлична от Галоки, было бы здорово, если бы это место заселяли только те, кто хотят заниматься служением. Just like the president or the prime minister, they have a special house. In America, we call it the White House. That's where Mr. Trump lives. And you can't get in the White House. И наверняка вы слышали, что в Америке есть то специальное здание, его называют Белый дом, и сейчас это резиденция Трампа. You have to be a VVVVIP, very, very, very important person. И вы не можете туда так просто войти, потому что для этого вам нужно быть супер-супер-супер VIP. So in the same way, this is a special abode. This is the abode of unalloyed, pure devotees of the caliber of the milkmaids of Vrindavan. И подобно этому Вриндаван — это та обитель, в которой могут пребывать те преданные на уровне гопи, пастушек Вриндавана, которые занимаются чистым, бескорыстным преданным служением. And because of their presence and their service to Krishna and the divine couple, it's a very, very special place. И это место является уникальным, потому что именно здесь присутствуют они и занимаются своим любовным служением божественной чете. So what are we doing here? А что же мы с вами тут делаем? How many of you would say that you're Uttama Adhikaris? Ну, кто из вас может заявить, что он уже Уттама Адхикари? How many would claim to be Madhyama Adhikaris? Или, возможно, вы уже Мадхьяма Адхикари? I don't even know if I would claim to be a Kanishta Adhikari. И я не думаю, что я готов заявить, что я Каништха Адхикари. I just kind of got caught under the soles of the dust of Srila Prabhupada's feet, and he walked in, and somehow I'm here. Мне просто повезло, что Шрила Прабхупад вошел, и я получил милость пыли с его стоп, и таким образом я здесь. When you walk somewhere, you collect the dust on your feet, and you may go to another city, another country. So Prabhupada traversed the entire Earth planet. So many times, at least 10 times, he circled the Earth planet, and all the dust of his lotus feet, where we got caught in that dust, he brought us here to Vrindavan. И когда вы шагаете, то естественным образом ваши стопы, ваша одежда покрывается пылью, которую затем вы переносите в то место, куда вы идете.
Таким образом, Шрила Прабхупада несколько раз объехал этот мир и распространил эту пыль со своих лотосных стоп. И благодаря этой пыли с его стоп мы оказались здесь, в Шри Вриндаван-дхам. We're so blessed, we're so fortunate, we can't even fathom it. И мы настолько удачливы, мы настолько благословлены, мы не можем выразить до конца свою благодарность. Because Krishna's pastimes are still going on here, they're just not manifest. There's prakat and aprakat. They were manifest for some time, and they become unmanifested, but they're still going on, and we're mixing in somehow. We can't see them, but they can see us. И во Вриндаване в это время проходят лилы Кришны, потому что существует пракат лила, а пракат лила проявленная лила, и иногда она является непроявленной. Но лила происходит именно сейчас, и мы не можем видеть ее участников, но они могут видеть нас. And through the process of devotional service, we can join those pastimes one day. И занимаясь процессом преданного служения, однажды мы сможем присоединиться к этим играм. Krishna lives on many planets in the Vaikuntha world. И Кришна, он находится на множественных планетах Вайкунтхи, In various incarnations. в разных воплощениях. Some devotees, they just want to see Krishna as that cute little Vamanadev. И есть преданные, которые хотели бы видеть Кришну только как юного Ваманадева. Some devotees, they just want to serve Krishna in his form as Varahadev with Bhumi sitting on his lap, Mother Earth. А некоторые преданные хотели бы поклоняться Господу в его форме Варахадеви с Бхуми Деви, с землей, сидящей на его ногах. Some devotees don't want to live in any other place than the residence of Lord Nrsingadev on Nrsiнгaloka. You tell him you want to go to Golok? Ha! Golok! My Lord is here. See how angry he is with Hiranyakashipu. Isn't he beautiful? А есть преданные, которые хотели бы присутствовать только в играх Нарисимха-девы. Если вы им скажете, давайте отправимся на Галоку, они скажут, да зачем мне Галока? Посмотри, какой прекрасный, восхитительный Господь в гневе, разрывающий Хираньякашипу. But we have a secret. Но у нас есть секрет. It's an open secret. И это такой открытый секрет. It's an interesting word, open secret. Интересное такое словообразование. Открытый, но секрет. It's a secret, Это все еще секрет. yeah, but it's made available to everyone. So how's it a secret? Because only few people come to really appreciate it. Но он доступен каждому. Но сложность в том, что не все с благодарностью принимают его. And that is that this is the playground of God. Не все понимают, что это является место игр Господа. Here Krishna plays as a child with his parents. He wrestles in the sands of Ramanreti with his friends. He dances in the moonlight with his gopis. И это место игр Кришны. Он здесь играет, будучи ребенком. Он борется в этих песках Раман-Рети со своими друзьями, а также танцует под лунным светом со своими подругами. Svargaloka is rarely attained. И очень тяжело добраться до Сваргалоки. You have to perform pious activities for millions of births. На протяжении миллионов рождений вам необходимо совершать благочестивые поступки, аскезы, для того, чтобы отправиться на Сваргалоку. What to speak beyond Svarga, the transcendental world, to get to Vaikuntha? А что уж говорить о том, чтобы добраться до самой Вайкунтхи, которая находится еще дальше, чем Сваргалока. And we're here in Gokul. И мы здесь с вами в Гокуле. This is the unfathomable mercy of Srila Prabhupada. Это беспричинная милость Шрилы Прабхупады. This is the transcendental abode of Radha and Krishna. Это трансцендентная обитель Рады и Кришны. And very soon we're going to be observing the appearance day of Lord Chaitanya here in Vrindavan. Why aren't you all in Mayapur? What are you doing here? И вскоре здесь именно вы будете праздновать день явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Почему здесь, а не в Майяпуре? Oh, Chaitanya Mahaprabhu, he appeared 500 and some odd years ago in Navadvip and in Mayapur. It's another yoga peeth. И вы наверняка знаете, что Шри Чайтанья Махапрабху явился около 500 лет тому назад в Майяпуре. Это еще один йога-питх. But nevertheless, Lord Chaitanya also wanted to come to Vrindavan. Но несмотря на это, Господь Чайтанья всегда стремился прийти во Вриндаван. If he was born in Navadvip, and that's a transcendental abode, why does he want to leave Navadvip and come
so many thousands of kilometers with great difficulty to Vrindavan? И почему же, родившись в Навадвипе, это является также трансцендентной обителью, он хотел преодолеть 1000 километров и прийти сюда, в Шри Вриндаван-дхам? Because it's also the playground of Chaitanya Mahaprabhu. Потому что это также место игр Шри Чайтаньи Махапрабху. How is that? А как же так? Shri Krishna Chaitanya Radhe Krishna Nahi Anga. It's described by Kaviraj Goswami. That originally there was one Supreme Personality of Godhead, but for his Leelas, his pastimes, he expanded as two, Radha, and again for their purpose, they have come as one person, Chaitanya Mahaprabhu. И Кавирадж Госвами описывает это, что изначально Верховный Господь — это одна личность, но затем Он распространяет себя для того, чтобы явить свои лилы в двух формах, и появляется Радха. А затем они вновь объединяются, и таким образом появляется форма Шри Чайтаньи Махапрабху. So just after being freed from all quote-unquote material responsibilities, of course it was all transcendental, immediately Mahaprabhu wanted to come here. И как только Махапрабху закончил все свои обязанности, конечно же, это все тоже было трансцендентно, он решил прийти сюда, во Вриндаван. But initially he didn't make it here. Но с первого раза он сюда не пришел. Can you imagine if you wanted to come to Vrindavan and they canceled the plane, they took away your visa, you couldn't come to India, to Vrindavan, you'd be so frustrated. И только представьте, что вы собрались во Вриндаван, в Индию, вам отменили билет, визу, и у вас не получилось приехать. Вы же расстроитесь. Imagine Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, wanting to come to his own abode of Vrindavan, and the devotees tricked him. И только представьте, Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, хотел посетить свою собственную трансцендентную обитель, и он шел сюда, но его преданные обманули его. The devotees of Navadvip, Advaitacharya, and so many devotees, they tricked him into thinking, though he was just arrived very quickly, that the Ganges was the Jamuna. There's a whole pastime there. He didn't make it. Why? Because Krishna is so much controlled by the love of his devotees. И в тот момент Адвайта Ачарья и другие преданные, они говорили Шри Чайтанье Махапрабху, когда он шел, что Ганга — это Ямуна, это были своеобразные трансцендентные лилы. И таким образом Господа отвлекли, и он не пришел во Вриндаван. Но все это имеет глубинный смысл. But finally he made it. He came. We discussed that pastime last Kartik, how Mahaprabhu would come to Akuragat, and he would spend time there under the tree. Then he would come to Imlital, spend the whole day there chanting, visiting the forest, and then go back to Akuragat and sleep under the banyan tree at night. И мы помним с вами, как в прошлую картику мы обсуждали тот момент, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел во Вриндаван, он остановился под деревом около Акрура-гат, затем он отправился в Имлитал, где в течение целого дня он воспевал, и на ночь он отправился обратно в Акрура-гат. But the Navadvip devotees didn't want him to come here. They were saying, "Why go to Vrindavan? You have Mayapur." Но преданные Навадвипа, они не хотели, чтобы он приходил сюда, во Вриндаван. Они звали его и говорили: «Зачем тебе это? Оставайся в Навадвипе». But we're instructed there's no difference between Mayapur and Vrindavan. И нам рассказывают о том, что нет никакой разницы между Майяпуром и Вриндаваном. Just like there's a house. Подобно тому, как есть дом. So there's different rooms in a house. И в этом доме есть разные комнаты. They're a little different, but they're in the same house. Конечно же, они немного отличаются, но они все в одном доме. So in the same way, there's Mayapur, there's Vrindavan, there's Jagannath Puri. These are different rooms in the house of God. И подобно этому есть Майяпур, Вриндаван, Джаганната Пури. Это все комнаты в одном доме Господа. Technically, there's no difference. So it's okay you're here for Gaur Purnima. И технически нет никакой разницы. И это нормально, то, что на Гару Пурнима вы будете тут. You can observe Gaur Purnima here. It's okay. И будет здорово, если вы проведете здесь Гару Пурниму. Being in Vrindavan and Gaur Purnima is as good as being in Navadvip Mayapur for Gaur Purnima. You don't have to run away. И вам нет необходимости убегать отсюда, потому что если вы находитесь во Вриндаване на Гару Пурнима, это приравнивается к тому, что вы находитесь в Майяпуре на Гару Пурниму. Some less intelligent persons will say, no, but look at there the Ganges, and there's these beautiful palm trees, and it's very warm. It wasn't so cold this winter. Here, you don't have the same trees. It's very dry. There's so much difference.
Но кто-то непосвященный может сказать, ну как же так, вот я же вижу, что там река Ганга протекает, здесь Ямуна, там пальмы, а здесь совсем другие деревья. И этой зимой там было не так уж и холодно, а здесь был лютый холод. Как же так, почему они не отличны? But no difference. Нет отличия. It's a nice pastime to illustrate that. И есть одна замечательная история, чтобы Once проиллюстрировать there was a это. Pakka Brajabasi who, for whatever reason, he wanted to tour the holy places of India. И был один замечательный первоклассный бриджабаси, который по какой-то причине решил посетить все святые места Индии. Another secret is you don't have to tour the holy places of India. И еще один секрет открою, вам нет необходимости посещать все Because святые according места to our Индии. acharyas, all the holy places have their origin here. They all originate here, and their expansions are throughout Bharatvarsha. И все ачарьи подтверждают то, что все святые места Индии изначально происходят из Враджа, и затем потом они проявляются в других частях Индии. We have our Badrinath. It's 2 hours on the frontier of Rajasthan. There's Badrinath. Badrinath is in the Himalayas, but that's an expansion. The real Badrinath is in Vrindavan. И у нас есть свой собственный Бадринатх, который находится в 2,5 часах на границе с Раджастаном. И тот Бадринатх, который далеко в Гималаях, это экспансия изначального Бадринатха из Вриндавана. So many sannyasis, they take sannyas, kshetra sannyas. They stay in Vrindavan and they never leave because everything is here. И существует такой класс саньяси, это кшетра саньяса, когда ты принимаешь саньясу и не покидаешь это место. Такие есть во Вриндаване. But there was one sadhu, he thinking, I have to go and see Sri Rangam and go to Tirupati and this and that. And so he went on tour. He had a stick. He walked just like I saw Vrinda. I thought maybe you had a sprained ankle or something. It's for the monkeys, right? So he walked with a stick all over India. И этот саду, он отправился, подумал, что он хочет в Тирупати, Шри-Рангу, и он пошел, взял с собой посох для того, чтобы идти, чтобы помогал ему в пути, подобно тому, как я увидел сегодня посох у Вриндарани, и испугался, что вдруг у него что-то с коленом, оказывается, он был от обезьян. He went down the western side, he went to Goa, then he went down to Kerala, he crossed over, he came back up, and he arrived one day in Ekachakra. И он отправился сначала на запад, на Гоа, затем повернул на Кералу, и затем пришел в Экачакру. Ekachakra is where Lord Nityananda appeared. You must have heard on his appearance day. Somebody must have mentioned that he appeared in Ekachakra. И наверняка вы все знаете, что Экачакра — это место явления Господа Нитьянанды. Наверняка в день его явления вам об этом рассказывали. A few hours drive from Mayapur. Это примерно около 2 часов езды от Майпура. When he got there, he found a guide. И когда он туда пришел, он встретил гида, который ему все показал. He said to the guide, I heard that this is a holy place. И он сказал ему, что я слышал, что это святое место. So the guide said, yes, it's very holy. Nitai has appeared here. И этот гид сказал, да, это очень святое место, потому что Нитай явился тут. In fact, the residents of Ekachakra Dham, they consider this Dham so holy, non-different than Vrindavan, where you have come from. И на самом деле жители Экачакры, они считают, что Экачакра настолько духовна, что эта обитель не отлична от Вриндавана, откуда ты пришел. So the Brajabasi started laughing. He said, this doesn't look anything like my Vrindavan. Where's Govardhan Hill? Where's Radhakund Shamakund? И тогда Бриджабаси засмеялся, огляделся и говорит, ну не знаю, вообще не похоже. Где же мой тут Гавардхан, где Радакунд, Шьямакунда? So the guide, he said, no, it's all here. And the Brajabasi said, so show me the Jamuna River. И тогда он сказал, что гид сказал, да нет, все это здесь. И Бриджабаси сказал, ну хорошо, покажи мне, где река Ямуна. So the guide took him a little distance to the forest, and there was this stream. Not like we have our river. There was a stream, a flowing stream. You could barely bathe in it. And he said, he bowed down, he prayed to the Jamuna River. This is the Jamuna River. И тогда этот гид, он повел его дальше, они подошли к ручью, который протекал там. Это не было похоже на реку, это больше было подобно ручью, и он принес свои поклоны и сказал, что именно это и есть река Ямуна. So the Brajabasi said, but that doesn't look like the Jamuna River.
Но Бриджабаси, увидев это, сказал, ну не похоже вообще на реку Ямуну. So the guide said, you have to understand these transcendental abodes, they're non-different. People say this is also Vrindavan. You have to accept Guru Shastra Sadhu. Но гид, он начал объяснять ему, говорит, что ты должен принять это трансцендентная обитель, а трансцендентная обитель, она не отлична от Вриндавана, и ты должен верить Гуру, Шастрам и Саду. So it was noontime, time to chant Gayatri. И это было время обеда, полдень, поэтому пришло время прочесть Гайатри. In the morning, the noon, and the evening, the sacred syllables of Gayatri mantra are chanted so that we can focus on Krishna and his devotees. Утром, в полдень, а также вечером мы повторяем священные звуки Гайатри для того, чтобы мы смогли сконцентрироваться на служении Господу. So the Brajavasis, ha ha ha, Jamuna, yeah sure. И Бриджабаси рассмеялся, ну да, нашли тут Ямуну. Anyway, sadhus typically chant when they can their Gayatri in a sacred river up to their waist. So he put his stick down on the bank of the river and he went in to chant his Gayatri in what he thought was a stream, ordinary stream. И тогда этот садом, у них есть такая традиция, что они любят читать Гайатри, когда заходят в воду по пояс. Он положил свой посох на берег этого ручья и зашел в этот обычный, как ему казалось, ручей для того, чтобы прочитать Гайатри. And as he was chanting, there was a little push in the current. The water became a little stronger, and it kind of washed up a little bit, and it carried his stick away. Oh, this stream is carrying my stick away. I've had that stick since I was a young boy. My father gave it to me. What will I do without my stick? И вдруг неожиданно течение реки стало более сильным, этот ручей разошелся, и вода смыла с берега эту палку, его посох, и унесла вниз по течению. И тогда этот Бриджабаси очень расстроился. Он сказал, что же мне делать, как же так? Этот посох мне дал еще мой папа, и я всю жизнь путешествовал только с ним. Что же теперь будет? Came out after chanting his Gayatri. This is a very unfortunate incident. I'm leaving this place. И он дочитал свою Гайатри, вышел из этого ручья и был очень расстроен. Он сказал, как все плохо сложилось, я ухожу отсюда. And he left Ekachakra. И он ушел из Экачакры. And he slowly made his way back to his home, Sri Vrindavan Dham. You know the Ganges run. He did the route of the Ganges past Kashi, Benares, and like this, all the way back to Vrindavan. И затем очень медленно он добирался назад во Вриндаван. Он шел по течению по руслу реки Ганджи, Бинарис, Каши, и так он добрался до Вриндавана. And when he got to Vrindavan, it was 12 noon. А когда он добрался до Вриндавана, время было полдень. Traveling for many months. Он путешествовал многие месяцы. Took him 3 months to come from Ekachakra to Vrindavan. У него заняло 3 месяца, чтобы добраться из He went into the Экачакры. river. Он вошел в реку. Om Bhurabhuva. Hare Krishna. And as he's chanting, he's like, something hard, because the Jamuna is flowing. Something hit his. He looked. It was his stick. И когда он начал произносить священные звуки Гайатри, он вдруг почувствовал, как что-то очень толкнуло его в бок. Он оглянулся и увидел, что это тот самый посох. His stick in the Jamuna River. И он увидел, что этот посох был в реке Ямуна. Он схватил его. Oh my Lord, your ways are very mysterious. How you teach us lessons. И тогда он сказал, о Господь, неисповедимы пути Твои, каким образом Ты преподносишь нам уроки. Now I understand that Ekachakra Dham and Vrindavan Dham are non-different. И после этого он однозначно осознал, что Экачакра не отлична от Шри Вриндаван Dham. Otherwise, how could a stick which he lost in a quote-unquote stream in a jungle in Bengal make it all the way to the Jamuna River in UP? И иначе как бы случилось так, что тот посох, который он потерял в ручье где-то в джунглях в Экачакре, он обнаружил здесь, в Уттар-Прадеше, в Ямуне. So don't think these are fables, these are children's stories, this is mythology, this is mystical. And unless you accept the mystical aspect of Krishna consciousness, most importantly, the mercy of Guru and Gauranga, Krishna consciousness will always remain something very normal to you.
and you'll lose your enthusiasm eventually. You have to believe in these pastimes because they are true. Но не воспринимайте эти истории как просто какая-то мифология или какая-то сказка. Вы должны верить в этот мистический процесс, который заключается даже в связи между учеником и учителем. Если вы не будете воспринимать эту мистическую часть нашего сознания Кришны, то очень быстро этот процесс будет казаться вам совершенно обыденным и наскучит вам. Вы должны верить, потому что это правда. At this point, our faith is not so evolved because we haven't delved deeply enough into the chanting of the Hare Krishna mantra, which, because it's mystical, it reveals everything. Everything you need to know in Krishna consciousness, who you are, who is Krishna, what is your relationship to Krishna, what is the process, what is the Dham. It's all revealed by the mercy of the holy names. И наша вера еще недостаточно сильна, потому что мы не глубоко погрузились в воспевание святого имени, потому что именно воспевание святого имени раскрывает нам все, он раскрывает цвет наших одежд, наше служение, кто мы и всю эту обитель. If we don't believe in these mystical things that are happening in Krishna's pastimes, in the lives of our acharyas, and are taking place here right now, it's because we haven't chanted those 32 syllables enough. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. И если мы все еще не верим в этот мистический процесс, если мы все еще не верим в игры Кришны или в игры наших ачарьев, то это может быть только из-за того, что мы недостаточно погрузились в воспевание этой мантры. Because the chanting purifies us. Потому что именно воспевание очищает нас. It's like if my glasses are dirty, I can't see you very clearly, but if I take them and I like that, oh, then I see. Это подобно тому, как, например, мои очки запылились, и я не могу что-то видеть, но когда я протер их, мне сразу лучше видеть. So we just took to the process probably in this lifetime, but we've had millions of lifetimes. So how much dirt have we accumulated? How many coverings there are on our consciousness, like an onion? We passed up a guy selling onions, purple onions. There's so many layers to the onion. How many layers are covering our consciousness, our Krishna consciousness? И это замечательно, что в этой жизни мы столкнулись с процессом сознания Кришны и практикуем, но просто подумайте, сколько жизней подряд вы не практиковали и загрязняли свое сознание. Это подобно тому, как если вы подумаете о луке, знаете, вот такой фиолетовый сорт лука, у которого очень-очень много шелухи. И эта шелуха закрывает наше сознание Кришны. In the Gita, as the embryo, as a child is covered by the embryo, as the mirror is covered by dust, and as the fire is covered by smoke, our consciousness is covered by, well, our material desires. И наше сознание покрыто материальными желаниями, подобным тому, как огонь покрыт дымом, а зеркало покрыто пылью, или человек, он изначально приходит в качестве эмбриона, развивается из него. If you really want to live in Vrindavan, experience the thrill of Vrindavan that pure devotees experience at every moment, you have to remove those coverings. So our main business here is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. И если бы вы хотели видеть постоянно это волшебство Вриндавана, а также то вдохновение, которое испытывают все те жители Вриндавана, которые по-настоящему практикуют, то вы должны погрузиться в воспевание святого имени. And our main business outside of Vrindavan is chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's refreshing. When you finish your rounds, don't you feel refreshed? Like after you take a bath or shower? Why? Why are you feeling refreshed? Because some of the smoke is going away, some of the dust from the mirror, and the child being covered by the embryo. И вы же все знаете это состояние, когда вы хорошо прочитали свои круги, вы чувствуете себя очищенным и свежим. Почему это происходит? Потому что
благодаря воспеванию святого имени вы сняли с себя определенное осквернение, подобно тому, как рассеялся дым, и вы увидели огонь, или, например, зеркало протерли, и уже нет пыли, или подобно тому, как в эмбрионе вы можете видеть самого ребенка. If you're in contact with www.narottam.com, you will have heard that several times recently I've given the following story. И если вы следуете за мной и слушаете лекции на narottam.com, то наверняка вы уже слышали эту историю, потому что я часто сейчас о ней рассказываю. Our main connection with our spiritual master is through hearing. И главная наша связь с духовным учителем устанавливается через слушание. Sometimes there's vapu. И иногда есть возможность вапу. Now you have vapu. И сейчас у вас есть возможность получить вапу. But Vani will always be there. Но вани всегда присутствует. And Vani is the most important connection because it's the instructions of the spiritual master which reveal to us the illusory nature of this world and the reality of the spiritual world. Just by sound vibration, one is liberated. И вани является основным, потому что именно в ване заключаются наставления духовного учителя, благодаря которым мы можем видеть то, что духовный мир реален, а этот материальный мир иллюзорен. И мы понимаем это через трансцендентную вибрацию. When you ask a god brother, god sister, how many rounds have you chanted today? You should ask them, how many hours have you listened to your spiritual master today? И иногда вы спрашиваете своих духовных братьев и сестер, сколько кругов вы сегодня прочитали. Но будет здорово, если вы начнете их спрашивать, а сколько часов сегодня в течение дня вы слушали своего духовного учителя. Do you know that when Prabhupada first came to America for the first year, he didn't have any followers? Вы знаете о том, что когда Шрила Прабхупада приехал в первый год в Америку, у него не было последователей. So what was he doing? But he was lecturing in his room to a tape recorder. Но он продолжал давать лекции и записывал их на диктофон. Expecting one day to have disciples. There was nobody in the room. Prabhupada was speaking, he's lecturing into the tape recorder. Some of those early lectures are just Prabhupada in the four walls. Why? Because Prabhupada knew that in the future, those lectures would be nourishment for his followers for the next 10,000 years. That's how important hearing is. И в то время, когда Шрила Прабхупада только приехал, он иногда давал лекции, будучи один в 4 стенах, и записывал их. Почему? Потому что он прекрасно понимал, что несмотря на то, что сейчас нет последователей, но в будущем эти лекции станут питанием для всех его учеников. Настолько важен трансцендентный звук и слушание гуру. So chanting is the purification. So we're hearing, that's one hearing, and the other hearing is hearing from Guru. One time at an initiation ceremony, Prabhupada asked my god sister, so what are the 4 rules and regulations? И очень важно слушать святое имя, а также слушать от своего гуру. Однажды Шрила Прабхупада, когда он давал инициацию, спросил у моей духовной сестры, каким правилам, 4 правилам и предписаниям ты будешь следовать. So she had memorized them. She said them very nicely. И она очень хорошо их запомнила и отлично ответила. With conviction. С полной уверенностью. And then she said, and I also promised to chant a minimum of 16 rounds every day. И затем она добавила, что я обещаю каждый день повторять минимум 16 кругов Махамантры. Prabhupada said, why only a minimum of 16 rounds? И тогда Шрила Прабхупада наклонился и сказал, а почему только минимум 16 кругов Махамантры? Hare Krishna. So at least that, but if not more. И, конечно же, хотя бы 16 кругов, но лучше больше. Once the namruchi comes, it's like you can't stop eating the ice cream. И когда вы обретете you've had намаручи, 16 bowls. No, I want more. Then you know you're safe. You're safe in Krishna consciousness. и когда вы обретете намаручи, то это будет подобно тому, как вы не можете остановиться, чтобы не продолжать есть мороженое, что вы съели уже 16 шариков мороженого и хотите все больше и больше. В тот момент вы уже в безопасности. And we have to chant up until the moment of death because this is such a nasty world that even at the last moment there can be some contamination. It can happen.
И мы должны повторять Святое Имя до момента нашего ухода, потому что это ужасно отвратительный мир, и даже в момент ухода мы можем оскверниться. At that important moment which determines your next birth, or if you're going back to the spiritual world, some nasty desire that you had billions of life, it may just, hello, how about? So therefore it's recommended when you're departing, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. And if you can't say it, because when you leave it's difficult, at least you can think manasa, you can think it's authorized. И момент ухода является очень важным, потому что именно этот момент определяет, куда вы отправитесь и уйдете ли вы в духовный мир. Но именно в этот момент у вас в сердце может возникнуть какое-то ужасное материальное желание, которое хранилось там на протяжении миллиардов жизней, и вдруг оно здесь. Поэтому очень важно воспевать в момент ухода. Но если вы не можете воспевать, потому что иногда физически это невозможно, вы должны сконцентрироваться на святом имени. I'm very fortunate I'm having that experience now because my voice is still a little weak after the operation. It's going to come back, but it's going to probably take a couple months because it was a heavy 5-hour operation. Lots of anesthesia, lots of drugs, cutting me here, cutting me there. The trauma, my voice became a little weak, but the doctors say, by May, you'll be singing like a canary bird again. So please bear with me. I won't be able to do kirtan, but Ramai's singing my melodies better than me. И я сейчас нахожусь в подобной ситуации, что я не могу громко воспевать после того, как меня прооперировали, так как это была очень долгая операция на протяжении 5 часов, и мне вкололи очень много антибиотиков и анестезии, поэтому мой голос все еще слаб, и он восстанавливается, хотя мой доктор обещал, что через 2 месяца, ближе к маю, я буду петь подобно божественной канарейке. А пока есть Рамай Пандит, и он лучше меня поет мои любимые мелодии. I had 35 stitches from here to here, 35 staples. И вот меня разрезали, у меня было 45 швов. They took out 100 lymph nodes from my neck and my face because they thought there might be cancer. Doctor was sure there has to be cancer here. This tumor that's reoccurred, it must be. They didn't find one lymph node with even 1 iota of cancer. He went, oh my God. I have a shrink a day, die in a shrink a day. That was my first kirtan. И доктор, он был уверен, что где-то еще рак может скрываться, поэтому у меня из тела достали огромное количество лимфатических узлов для того, чтобы проверить на наличие рака, но ничего не было, несмотря на то, что опухоль была, но рак не распространился. И первый киртан, который я спел после того, как очнулся, был Джай Нарисимхадев. And usually they say it takes 3 months before you can start to be active after such an operation. It's only been 7 weeks, but I came here to see you. И обычно They couldn't stop me. No, you can't go. Try and stop me. Devotees are waiting. I want to lecture again. That's why I'm speaking so long. Обычно после операции для восстановления требуется около 3 месяцев, но прошло 7 недель, и вот уже я здесь. И все угрожали мне, говорили, что нет, так невозможно, вы не можете никуда ехать. И я сказала, ну попробуйте, остановите меня. И вот я здесь перед вами, потому что я очень хотел вас встретить и вновь приступить к лекциям, киртанам, поэтому я здесь так долго говорю. But to see what we want to see, which is the divine couple and the gopis in the rasa dance. I mean, we're talking about the siddhanta, we're far from the goal. What we want to see, what vision do we want of this world? In this world, we want to see the Rasa Lila of Krishna, the full moon night in the autumn, dancing with his gopis. This is but for that, first comes purification. И, конечно же, у нас с вами есть та высшая цель, от которой мы достаточно далеко, но я должен напомнить вам о нашей седанте. И мы хотели бы однажды все-таки увидеть танец раса, божественную читу, которая танцует при осеннем лунном свете, этот танец расы. Но прежде чем мы увидим это, мы должны пройти очищение. In this world, it's such a nasty place. Prabhupada used to say, horrible.
This is a horrible place. Everything gets contaminated. So brahmanas are always in the process of purification. They purify themselves, they purify the articles of worship, they purify the prasadam. Everything is purified before being offered to the Lord because it's a nasty place. So brahmana means always cleaning. One time Prabhupada said, a brahman is so clean that after drinking water, he washes his hands. И этот мир, он ужасный и жуткий, оскверненный. И Шрила Прабхупада часто говорил, что этот мир жуткий. И все здесь осквернено, поэтому в чем заключается деятельность брамана? Браман — это тот, кто постоянно все очищает. Он очищает себя, он очищает парфенарии, он очищает бхогу для того, чтобы предложить Господу, потому что все очень быстро оскверняется. Prabhupada's sister Pishima, I remember I saw her many occasions. She just looked like Prabhupada, a female, representation of Prabhupada. She was very disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. She always carried one of those little plastic squeeze bottles of Ganges water. And before she would sit down, she'd squeeze the bottle, clean the place, then sit. And after she got up, considering herself a fallen soul, she'd also squeeze the bottle and clean the place before she left. Prabhupada said, Brahminical life means you leave the place cleaner than when you got there. И Шрила Прабхупада рассказывал, что браман истинный тот, кто попил воды и после этого помыл руки. И подобно его сестре Пишима, которая была ученицей Бхактисиддханты Сарасвати, она была точной копией Шрилы Прабхупады, просто была в женском теле. И она очень часто, она всегда носила с собой бутылочку с водой Ганги, и когда она приходила в какое-то место, она сначала сбрызгивала это место этой водой, чтобы очистить его, садилась, и затем, встав, так как она считала себя оскверненной и нечистой, она также омывала после себя это место для сидения, чтобы оставить его чистым. И Прабхупада говорил, что браман — это тот, кто, когда он куда-то приходит, после его ухода это место более чистое. Always cleaning, because you cannot remember Krishna in an unclean atmosphere. И вы всегда должны быть чистым и очищать все вокруг, потому что вы не можете помнить о Кришне в грязной атмосфере. And don't you dare try to approach the Supreme Personality of Godhead, the purest of the pure, in an impure condition. That means your body and your mind. И как вы посмеете обратиться к Верховной Личности Господа, который является Верховным, чистым, самым наичистейшим, в своем оскверненном состоянии, это нечистом теле или оскверненном сознании? Whereas in one temple somewhere, I can't remember, the devotees were pushing a young lady forward. Go, you rascal, go in front of the deity. She said, no, I'm not pure enough. No, go. I said, she has the right consciousness, leave her alone. И я помню, как в одном из храмов кто-то из преданных толкал вперед юную девушку и говорил, что иди к божествам. Она говорила, что не могу, потому что я недостаточно чиста. И я сказала им оставить ее в покое, потому что ее сознание было верным. We bathe before worshiping the deities, and we purify our mind by mantras before worshiping the deities. И мы омываемся перед тем, как поклоняться божеству, и также мы очищаем свой ум воспеванием мантр. In the 5th chapter of the 10th canto, Shukadev Goswami gives Maharaj Parikshit some instructions on purification. И Махарадж Парикшит дает наставление о том, как правильно очищать. And I'm almost finished because I'm really hungry. И я практически сейчас уже закончу, потому что очень голодный. I didn't take prasadam today because I was too excited to come here. I forgot to eat. Я так волновался, что я сюда еду, что забыл поесть сегодня. Maybe I'll become a Goswami one day. Может быть, благодаря этому когда-то стану They Госвами. forgot to eat and sleep because they were so excited, but I'm just... Они тоже забывали есть и пить, потому что находились в состоянии предвкушения. So purification. O king, by the passing of time, О царь, с прошедшим временем land and other material possessions are purified. земля и другая собственность будет очищена. By bathing, the body is purified. Благодаря омовению очищается тело. By being cleansed, unclean things are purified. И когда омываешь какие-то вещи, они очищаются. By purificatory ceremonies, birth is purified. И благодаря очистительным церемониям очищается сам момент рождения. By austerity, the senses are purified.
И благодаря совершению аскез очищаются наши чувства. By worship and charity offered to brahmanas, material possessions are purified. И если мы поклоняемся и раздаем блага браманам, какую-то собственность, то таким образом очищается сама ваша материальная собственность. My voice is almost gone. И теряю голос. By satisfaction, the mind is purified. И благодаря удовлетворению очищается ум. And by self-realization or Krishna consciousness, the soul is purified. И благодаря самореализации или сознанию Кришны очищается сама душа. So all these instructions are important because we want to live in a pure atmosphere to remember the supreme pure. И все эти наставления очень важны, потому что нам важно проживать в чистом месте, чтобы помнить о Верховном Господе, который изначально чист. But the most important instruction is the last one. Но самое важное для нас это наставление последнее. By self-realization or Krishna consciousness, the soul is purified. Благодаря самосознанию или сознанию Кришны очищается сама душа. Of course, the soul never becomes impure. Конечно же, душа никогда не оскверняется. It's always transcendental. Она всегда является трансцендентной. But there's coverings on the soul that need to be purified. Но существует определенная обусловленность души, которую необходимо убрать. Understanding this, there's so many rules and regulations, hundreds, thousands, millions in the Vedic scriptures, but especially in Kali Yuga, we could not follow them. So one purificatory ceremony is recommended by which all the others are accomplished. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. В ведических писаниях перечислены сотни очищающих обрядов, и на дворе Кали-юга мы не сможем ничему следовать этому, но есть один тот ритуал, благодаря которому очищается все вокруг, и это воспевание святого имени. There's no excuse. И нет никакого оправдания для невоспевания. Within these three worlds, there's no excuse for me. И ни в одном из трех миров вы не найдете ничего. Because my voice is weak, I have to chant my rounds silently. И теперь из-за того, что у меня проблемы с голосом, я вынужден шепотом и про себя повторять святые имена. I became very mental, like, is this, like, usually I chant very loudly, isn't it? И я начала об этом думать, я думал, ну как же так, обычно же я так громко So I воспеваю. thought it's not right, or it's not going to bear the ultimate results, so I wrote one of my friends, Hari Parshad. He's a scholar on the GBC scholarly committee, and I asked him, like, what do I do? He said, no, that's the best. He said that the sadhus, they want to come to the point where there's no distraction, so they close their eyes and they chant silently each syllable of the mantra. This is considered the highest way to chant the Maha Mantra. It's reserved for advanced souls, but because you're in that position, you have no other choice. So good luck, Swami. It was authorized. And he said, Haridas Thakur chanted 100,000 names silently, 100,000 names softly, and 100,000 names at the top of his voice. All are okay. But I'm very fortunate. И я начала очень переживать по поводу того, что, возможно, мое воспевание I'm not qualified, but it is authorized. из-за того, что мое воспевание, я не произвожу это вслух, то, возможно, не получу тех результатов, и оно не является квалифицированным. И тогда я написал письмо своему дорогому другу, который является советником при всем GBC, и задал ему вопрос, можно ли воспевать таким образом, на что он ответил, что это не так часто обсуждается, но на самом деле в этом заключается смысл, что впоследствии в жизни саду они хотят сконцентрироваться на святом имени, и поэтому они про себя произносят. Это авторитетный процесс. Так же, как Харидас Тхакур, он произносил святые имена сначала про себя, потом в мягкой форме, затем уже громко. Поэтому я, благодаря своему положению, настолько удачлив, что могу воспевать святое имя так. Excellent. Give her a round of applause. She remembers everything. She's been translating for me so long, she knows what I'm going to say before I say it. So, if you see me, Gurudev must be sleeping. His lips are just moving. That's the way it'll be for a few months until I can steal my melodies back from my Pandit. It's just a question of time. It's Krishna's mercy because
now I have to listen more than I speak. И теперь, если вы меня увидите, как я про It's себя good to listen, просто to что others preach, and to others chant. когда вы увидите, что я что-то произношу про себя, и у меня движутся только губы, вы можете подумать, что Гурудев заснул, но помните о том, что в моем положении я так повторяю мантру. Но ничего страшного, в этом заключается милость Кришны, и я уверен, что где-то через 2 месяца я назад заберу все свои любимые мелодии у Рамай Пандита и буду петь и воспевать. На самом деле я рад этому положению, потому что теперь я сконцентрируюсь на слушании, и я буду больше слушать. Это очень хорошо для проповедника, когда я смогу погрузиться именно в слушание других, а не в то, что я проповедую. I don't lament for all the difficulties that I underwent, and it was very difficult. И я не сожалею о всех тех сложностях, которые мне пришлось пройти, хотя это все было очень сложно. Because the hardest lessons are the ones best learned. Потому что самые сложные уроки, именно их мы принимаем лучше всего. Для нас это большая польза. And one has to pay a dear price for actual wisdom. И для того, чтобы обрести истинную мудрость, вы должны заплатить дорогую цену. There's a difference between knowledge and wisdom. И есть разница между знанием и мудростью. Wisdom is mature knowledge where you really understand and it's gone to your heart. You're not just repeating it in the Bhagavatam class, but when you say it, it penetrates the hearts of the listeners. И мудрость — это не просто то знание, которое вы рассказываете на классах Бхагаватам, это то, что вы пропустили через свое сердце и практически реализовали. So one day you're also going to grow old, И однажды вы тоже состаритесь, and one day you're going to die. и однажды вы умрете. These things you don't think about when you're young, you know. Youth means I'm invincible. И об этом вы не думаете, потому что юность, она подразумевает, что вы чувствуете, что вы бессмертны. And middle age means I'm too afraid to think about it. А в среднем возрасте вы находитесь в той стадии, когда слишком страшно об этом еще думать. So the spiritual master has to go through these things to teach you how to remain Krishna consciousness in the midst of them all. И To remain Krishna conscious. духовный учитель, он вынужден пройти через все это для того, чтобы показать вам пример того, каким образом нужно себя вести и оставаться в сознании Кришны, когда вы придете к этому этапу. Like Prabhupada said one time, he was actually on his deathbed, he said, don't think this won't happen to you. И однажды Шрилы Прабхупада, когда он был на своем смертном одре, он сказал: не думайте, что вот это не произойдет с вами. And I was thinking, I understand it's going to happen to me. But then when it happened to me, like, whoa. And I really had to go deep and take shelter of Krishna. And I shared my experiences with all of you on the WhatsApp and the Facebook and in emails and like that. И в тот момент я бы сказал, что да, я думаю, что это тоже может произойти со мной, но когда это стало происходить со мной, я получил очень глубокие реализации, которыми я поделился с вами в группе WhatsApp, на Фейсбуке, а также в личной беседе. One of my godbrothers said, you shouldn't make this public, it's just between you and your people taking care of you, don't everyone will worry. I said, no, I'm not doing this, I'm not going through this for me, I'm going through this for them. I mean, it's happening to me, but I want to teach my disciples how to handle these situations and remain Krishna conscious, head above the water, with a smile on your face. И кто-то сказал мне, что не надо это афишировать, оставь это все при себе, потому что это твои личные отношения между тобой и Богом. Пусть знают только те, которые находятся рядом с тобой. Но я сказала, что нет, я хочу поделиться всеми теми реализациями, потому что я хочу показать своим ученикам тот пример, как проходить такие сложные ситуации, оставаясь в сознании Кришны и с улыбкой на устах. One of my godbrothers passed away in the 80s, and there's a photo of him just when he's leaving his body. He's a Sankirtan devotee, always blissful. He's leaving his body, it's like this. Есть одна Smile on his фотография. face. That's how he left. Wow, what courage. But what realization did that take? How much faith you had to have in Krishna to know that the next place you're going is going to be better than this one. И есть такая фотография моего духовного брата, ему было около 80, он был лидером Санкиртана, когда оставил тело.
И на этой фотографии он запечатлен в момент ухода, у него на лице огромная улыбка, и он так вот вверх пальцем показывает. И представьте только, сколько в нем было веры и уверенности в том, что там его ждет Кришна, что на его лице была такая улыбка и такая реализация. So yes, it was my destiny. I did something, I don't know what, but the spiritual master is supposed to teach, so I just dovetailed it. And so many horrible photos went out of me in the hospital bed and with the staples, and then the diary chapter came out, but this is some sober, we have to deal with the sobriety of life with knowledge and set a good example. So I don't lament. И да, такова была моя судьба. Не знаю, почему это произошло. Возможно, я что-то совершил, но благодаря этому я смог поделиться с вами всеми теми реализациями. Вы получили огромное количество этих жутких фоток, когда я был в госпитале и когда мне делали операцию. Но все я сделала это для того, чтобы вдохновить вас и показать вам пример, как вести себя в такие моменты. Manjula Devidasi, she's from South Africa. She was part of the team. She was the secretary taking various appointments for the doctors and so forth. Did I ever become sad or despondent or depressed? И вот No. И я вот спрашиваю Манджулу Девидаси, она преданная из Африки, она служила мне там и занималась тем, что организовывала мои встречи с докторами, следила за лечением, и вот она может подтвердить, что я ни минуты не впадал в уныние и не переживал. If nothing else, it was purification to come closer to Radha Krishna. И в любом случае я воспринимаю это как возможность очиститься для того, чтобы стать ближе к Радhe и Кришне. When you experience the material world in that way, you lose all your faith in material existence. If this is what it's all about, if this house ends up, no way, I want to do this again. Hare Krishna, Hare Krishna. И когда вы в жизни сталкиваетесь с такими ситуациями, вы проходите через болезни, понимаете, что в чем смысл жизни и какова концовка, что это просто смерть и страдания, то вы принимаете решение, что нет уж, я еще раз пройти через это не хочу, поэтому я буду воспевать. And you sort of begin to understand Kunti Devi's prayer, let these calamities come again and again. Well, not right now. But you realize how you lose your faith in material existence and you feel the real shelter of Krishna. Потому что в эти моменты вы теряете веру в материальную энергию и обретаете истинное прибежище у стоп Кришны. И тогда вам становятся более понятны те молитвы Кунти Деви, которая говорила, что пусть все несчастья придут ко мне снова и снова. Конечно же, вы не молитесь об этом, но начинаете понимать, о чем была речь. And if you survive, И если вы выжили, because that was the third time, потому что это уже трижды со мной произошло. plus I had septicemia, that blood poisoning. I had that twice, 5 times. И, Plus I was hit by a car. I have so many things in my lifetime. If you survive, then when you wake up in the morning, you pray to your spiritual master, thanking him for another day. И если бы вы могли выжить во всех этих ситуациях, подобно мне, потому что у меня было несколько операций, а также несколько раз заражение крови, я попадал в автокатастрофы. И если после этого всего вы выживаете, то, просыпаясь утром, первое, что вы делаете, вы благодарите своего духовного учителя за еще один день. You're glad to see the sun, to feel the fresh air, smell the roses. But what's more, you're grateful for another day of devotional service, which can bring you closer to Krishna and qualify you one day to enter the Rasa Lila. И вы просыпаетесь, и вы счастливо видите этот мир, этот свет, и чувствуете ветерок, который вы можете ощущать. А больше всего вы благодарны за то, что у вас есть еще один день служения своему духовному учителю, который приблизит вас к служению Радhe и Кришне. After an experience like that, every day is like gold. И после получения такого опыта я могу сказать, что каждый день подобен золоту. You know your days are numbered. You're not young, and there's the writings on the wall. So every day is like gold. Every mantra tastes like amrita, nectar. Every sentence of the Bhagavatam is like nourishing the soul. Every
relationship with the devotee is fully satisfying to the heart. And when you see your deities, you actually feel like crying. И если вы выжили, то каждый день подобен золоту, каждое произнесение мантры подобно амрите, и каждое предложение из Бхагаватам подобно нектару. Общение с преданными наполняет вас радостью, а когда вы видите своих божеств, то вы, рыдая, плачете от счастья. And maybe you don't have to go through it, because if you learn from your spiritual master, maybe you won't have to experience those things. Or if you do, you'll have the knowledge, but sometimes by hearing about something, we can be convinced about it without having to go through it ourselves. И, возможно, вам не нужно будет проходить через все это, потому что у вас уже есть знания, то, как это может быть. И иногда мы убеждаемся и наполняемся верой благодаря тому, что мы услышали чей-то опыт. Не обязательно его повторять. That's the best way to learn something, is to hear and to accept with a full heart. You don't have to necessarily, maybe you're not going to become sick when you get old, maybe you'll just die in your sleep. You won't have those challenges that propel you to go deeper in Krishna consciousness, but you'll be ready because you've heard from your spiritual masters, because we have many Shiksha gurus as well, and we have Prabhupada. So if you listen carefully, then these things enter your heart. That's the best way to learn. But somebody had to demonstrate, and that's the duty of the spiritual master. That's the duty of the spiritual master. If someone wants to be a spiritual master, let them hear this lecture first, because you may have to go through this to teach your disciples. И самое лучшее, когда мы учимся на чьем-то примере, когда мы слушаем и полностью принимаем в сердце весь этот опыт, и у нас есть свои собственные реализации, нам не обязательно этого повторять. Поэтому вы очень часто слышите мои истории, а также у нас очень много других гуру, которые делятся. Поэтому, послушав нас, вы должны сделать свои выводы. Не обязательно, что вы должны в конце смерти, в конце жизни испытывать страдания, болеть. Возможно, вы умрете во сне и будет все спокойно, но вы будете уже готовы к этому, потому что вы углубитесь благодаря нашим реализациям еще раньше. И такова задача гуру. Гуру показывает пример. Поэтому, если кто-то еще хочет стать гуру, то было бы здорово, если бы он сначала прослушал эту лекцию и понял о том, что иногда гуру приходится показывать такие сложные примеры своим ученикам. It's made difficult for some people to accept, but I saw it as a service. И, возможно, кому-то это будет непонятно, но я принял эту ситуацию как мою возможность послужить. To you. Мое служение вам. All of my disciples, those who are not sitting here, also, the service. И это служение всем тем ученикам, даже тем, которые здесь не сидят. And in my life, I've experienced, no matter how difficult the service, Sankirtan being temple president, regional secretary, no matter how difficult the service, if I accept it as a service to take the burden off my spiritual master, it's a pleasure. И я в своей жизни очень часто сталкивался со сложностями в преданном служении, и иногда служение было тяжелым, будучи лидером Санкиртаны, президентом храма или региональным секретарем. Это все было сложно, но как только я думала о том, что это служение моему духовному учителю, и это делает жизнь моего духовного учителя легче, я сразу же чувствовал радость от того, что я этим занимаюсь. Like Bhaktivinoda Thakur said to the Lord, difficulties encountered in your service are my greatest pleasure. И Бхактивинода Тхакур говорил об этом. Он говорил, что сложности, которые приходят в мою жизнь во время служения тебе, являются моей самой большой радостью. Now I have another service. И теперь у меня есть еще служение. I hope that you'll learn from what I've undergone, that you'll, like Prabhupada told Saraswati Maharaj, never look back and think that you've left anything valuable behind, and never envy the position of the materialistic sense enjoyers. И я надеюсь, что вы почерпнули уроки из того опыта, через который я прошел. И помните наставление Шрилы Прабхупады, что никогда не он сказал Сатсварупе Дас Госвами, что никогда не оборачивайся назад и не думай, что ты чего-то лишился, и никогда не завидуй положению материалистов. We have the most wonderful life. У нас с вами самая замечательная жизнь. We should never compromise it by anything mundane. И никогда не идите на компромиссы ни с чем материальным. We have the best philosophy. У нас лучшая философия, We have the best food. лучшая еда.
We have the best song. У нас самая лучшая песня, We have the best friends, лучшие друзья, the best parents, лучшие the родители, best children, лучшие дети, the best God. самый лучший Бог. There's only Krishna, but he reveals himself in his own intimate form. We have the best place to go on vacation. И, конечно же, это Кришна, но он являет себя в разные формы. И лучшее место для отдыха и отпуска — это Вриндаван. And we have the best future. И у нас самое яркое будущее. And none of those things can ever be taken away from us. They're all eternal. И ничего у нас не заберут, потому что все это является вечным. So some purification is required on the way. Some difficulties. Let them come. We'll tolerate that, as Mahaprabhu said, and then we'll continue on with this blissful life of Krishna consciousness. И, конечно же, на этом пути будет какое-то очищение, но мы должны принять это и терпеть, как говорил Шри Чайтанья Махапрабху, но в итоге нас ждет жизнь полное блаженство. And I'm so grateful to the Lord that I have all of you to continue together on this wonderful path back to the spiritual world. Our future is very bright. Our goal is nothing less than Goloka Vrindavan and the service of Shrila Prabhupada in that divine abode forever, where there's no birth, there's no death, there's no old age, and there's no disease. Can't wait to get there. И я очень счастлив, что вы есть все у меня, потому что мы продолжим с вами служение с Шрилой Прабхупадой, и таким образом продолжим наш путь не куда-то, а на Галоку. Это наша высшая цель. И когда мы придем туда, там помните о том, что это то уникальное место, где нет старости, болезни и никаких невзгод. И я просто жду не дождусь, когда я наконец-то вернусь уже на Галоку. I'll be here for a few days. I don't know how long. I'm even thinking maybe going to Mayapur. There's no difference. И я не знаю, сколько дней я тут пробуду. Я уже подумываю, чтобы поехать в Майяпур, хотя знаю, что нет никакой разницы между этими местами. But I will be in Rishikesh for Guru Purnima, that's for certain. Но я уверен, что я приеду в Ришикеш на проведение Гуру Пурнимы. And while I'm here, I'm thinking of wandering. А когда я здесь, я буду бродить по I Вриндавану. am so happy to be here, Я очень счастлив, что я тут. more than ever before. И я никогда так не был счастлив. Krishna's so kind. Кришна очень милостив. Sometimes he's hard like a thunderbolt. Sometimes he's soft like a rose, but he knows what's best for us. И иногда он подобен молнии, иногда он подобен лепестку розы, но он знает, что именно в какой момент нужно нам. And I want to find new places for one of my favorite services, which is with my dear godbrothers, Chadaratma Prabhu and Bhattahari Prabhu and our Madhava and Prabhu and others, to go out and find new places for the Kartik Purkama 2020. И я And хотела... online, I have found hundreds of new places, like really amazing places. So I'm going to go out and roll in the dust there and bathe in the coon and hug the trees and ask all those divine personalities if all of us can come there next Kartik, that very special month. И я жду не дождусь, когда же я уже наконец-то приступлю к своему одному из самых любимых служениях. Я буду ходить и искать все те новые места, куда я хотела бы вас привести на Картику 2020 года вместе с моими духовными братьями Чатуратмой Прабху, Бхаттахари Прабху. И я жду не дождусь, когда пойду туда, буду кататься в пыли, омываться в этих священных озерах, потому что в интернете я нашел уже сотни этих мест, теперь мне надо их посетить, и там я буду молиться и просить, чтобы я смог привести всех вас туда, на Картику. Technically, I'm still in recovery. И технически я могу сказать, что я все еще выздоравливаю. Meow. So let's see if I'm strong enough, we can have some more classes. И давайте посмотрим, если силы у меня будут, возможно, будут еще лекции. Usually my voice is stronger in the morning. И обычно у меня голос сильнее утром. So let's see. Well, I'll let you know. И посмотрим, как все пойдет, я вам сообщу. Otherwise, I'm going to be pretty quiet here. Если не это, то я буду тут в тишине находиться. I may go to the temple and seek the deities, but I'm going to be pretty restful here. И, возможно, буду отдыхать, иногда выходить, чтобы увидеться с божествами. Love for you, I may make some special arrangements and we can meet again.
Но из-за любви к вам, возможно, я постараюсь как-то все организовать, чтобы мы смогли снова встретиться. So good to see you all again, bright-faced, jolly and happy. И мне так радостно видеть вас всех таких счастливых, сияющих. All glories to Srila Prabhupada for giving us this wonderful life, this positive alternative of Krishna consciousness. И вся слава Шриле Прабхупады за то, что он дал нам возможность жить именно так и жить этой позитивной жизнью. Спасибо большое, Хари Кришна.